Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Помните, когда Чонгук обнял своего парня сзади, а Тэхён застенчиво улыбнулся и положил руку на плечо Чонгука? Девятое место. Его ревность. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Чонгук всегда сначала видит то, что связано с Тэхёном. Чонгук сказал «Альбом Тэхёна». Вау! А потом есть и Golden. Всегда найдут способ быть рядом друг с другом. Незабываемое селфи, которое Тэхён опубликовал в своем Инстаграм. Это традиция, канон. Седьмое место. Помните, как в четвертом Bon Voyage Тэхён ушел спать пораньше, и Чонгук, заметив его отсутствие, начал спрашивать, куда делся Тэхён. Джин сказал, что он в трейлере. Чимин уже был с Тэхёном, когда туда пришли Джин и Чонгук мыть посуду. Чонгук был около Тэхёна, но камера этого типа не заметила. А затем из трейлера вышли только Джин и Чимин, а Чонгук остался с Тэхёном. Чонгук, когда хотя бы на минуту потеряет Тэхёна. Где мой любимый Тэхён? Шестое место. Поведение пары. Врываюсь к вам с самыми уютными бойфрендами. Каждые такие видео реально несут домашние вайбы. Тэхён ведет себя так, как обычно привык вести себя рядом с Чонгуком. Чонгуку очень комфортно.
Это стул Чангука. Дышите, если согласны. Пятое место. Такой маленький жест – взять его за руку, крепко удерживая возле себя, но какой многословный. Четвертое место. Забота. Так трогательно. Правило Тэхёна – всегда поддерживать любимку и давать ему силы. Третье место. Новости. Код красный. Новости из армии. Новое фото Чангука. Стрелок Чон Чангук. Цель – серьезно относиться к тому, что ты делаешь, и стараться изо всех сил. Тэхён сказал на трансляции: «У меня был видеозвонок с Чангуком. Я был поражен, какие у него суперкороткие волосы». Видимо, Чангук и Тэхён созвонились сразу после стрижки. Сеть кинотеатров Сиги Корея действительно постаралась предоставить своим фанатам невероятное количество товаров. Посмотрите на весь этот контент. Он такой красивый. Его невероятная улыбка. Тэхён и его страсть к искусству и фотографии. Чангук смотрит на Тэхёна так, будто он любовь всей его жизни. Стойте-ка, ведь все так и есть. Чангук поздравил с Чусаком, впервые не упомянув при этом армию, используя строгую форму речи. Обычно он пишет в милой форме. Фанбазы Чангука держат молчание и лишь просят отправлять в социальных сетях для Чангука положительные комментарии. Немного комментариев фанатов по поводу происходящего. Они пытаются набрать миллион твитов из-за какого-то дурацкого тега, который тешит их самолюбие. Тем временем они ничего не написали о Чангуке, которого оскорбляют сотрудники Хайп и армии. Простите, а на какой планете вы живете? Чангук – 27-летний взрослый мужчина, который более 12 лет работал над собой всем сердцем и душой, не должен извиняться перед вами за то, что говорит правду.
Кем ты себя возомнил, ожидая, что он будет выполнять все твои прихоти только потому, что ты его фанат? Чангук построил свою карьеру кровью, потом и слезами, а не на твоих самодовольных мнениях. Это все забавы и игры, когда он демонстрирует тебе свой пресс, верно? Но в тот момент, когда он осмеливается высказать свое мнение, ты внезапно обижаешься? В нем больше силы, изящества и мудрости, чем ты когда-либо сможешь себе представить. Он пережил давление и трудности, поднявшись над ними, как суперзвезда, которой он и является. Поэтому, когда он делится своими мыслями, вы не можете бросать его под удар только потому, что это не соответствует вашим фантазиям. Он не марионетка, которой ты можешь управлять, и уж точно ему это не нужно. Это те же самые люди, которые не позволяют своим родителям руководить ими, потому что это токсичное воспитание, и вот они здесь, требуют извинения от Чангука за то, что он осмелился высказать свое мнение. Лицемерие просто нереальное. Серьезно, живи своей жизнью. Чангук не ваша личная марионетка или фантазийная проекция. Он взрослый мужчина с мыслями, чувствами и гораздо большей мудростью, чем многие из вас о нем думают. Может быть, вместо того, чтобы пытаться контролировать то, что он говорит, вам всем следует поработать над уважением его права на самовыражение? Чангук в скини-джинсах. Джин Навевос. Привет, это Джин. Приветствую вас спустя долгое время. Вы наслаждаетесь чусаком. Я приготовил различные блюда и провел время со своей семьей. Прямо сейчас я в аэропорту, готовлюсь к посадке на рейс в Милан. Кажется, я впервые посещаю такое мероприятие, поэтому очень нервничаю, хотя на самом деле я не нервничаю. Я скоро вернусь. Тэхён позволяет Чангуку делать с собой все, что он захочет. Чангук сказал: «Я буду продолжать подстригать волосы понемногу, чтобы вы не заметили. Тогда это будет очень естественно». Эфиры Чангука — это каждый раз взрыв эмоций и любви. Esquire Korea о Тэхёне и его влиянии в Instagram. В музыкальной категории Тэхён занимает первое место среди мировых знаменитостей со средним показателем 11 миллионов лайков на пост, опережая Тейлор Свифт и Селену Гомес. Количество лайков стабильно,
даже несмотря на то, что Тэхён отбывает обязательную военную службу. Он такой плюшевый с этими растрепанными черными кудряшками, а это невозможная карамельная кожа. Намджун прокомментировал посты армии. Вопрос: кто-нибудь знает, что такое любовь? Ответ Намджуна: это единственная причина, по которой мы родились на свет. Арми пишет: BTS — это единственная причина, почему я все еще хожу на учебу. Каждое утро я испытываю беспокойство. Но прослушивание их музыки очень помогает мне. Бесконечно благодарна. Намджун ответил: спокойствие больше способствует творчеству, чем беспокойство. Автор Дженни Хольцер. Вопрос: как нам дождаться июня следующего года? Ответ Намджуна: часы Министерства обороны идут медленно, даже если их повесить вверх тормашками. Вопрос: как дела, мистер Ким Намджун? Ответ Намджуна: сейчас я собираюсь пойти на тренировку. Я не знаю, я устал потому, что не могу спать. Или из-за того, что занимаюсь спортом 6 дней в неделю. Арми добавила комментарий: ты, должно быть, очень усердно тренируешь. Оставайся здоровым. Люблю тебя. Фанат написал: когда тебя демобилизуют из армии, покажи мне, пожалуйста, свою игру на саксофоне во время концерта. Намджун ответил: мне нужно научиться играть и на других инструментах, но я все время откладываю это, потому что это довольно утомительно. Я думаю, мне следует научиться играть на барабанах или гитаре. Фанатка написал: не теряй свою прекрасную улыбку. Намджун ответил: улыбайся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Но если будешь плакать, ты будешь плакать один. Арми добавила: я не могла бы сказать ничего лучше, я все еще в шоке от твоего ответа, но я навсегда сохраню эти слова в своем сердце. Твои слова всегда будут для меня как крепкие и теплые объятия. Эта пара никого не может оставить равнодушным, однозначно. Это поза Чангука. Ох уж эта пара в черном. Чангук выпустил свой первый документальный фильм в 120 странах. Первый сольный документальный фильм Чангука вышел в южнокорейском кинотеатре Сиги и в кинотеатрах примерно 120 стран и регионов 18 сентября. В Японии он начнет демонстрироваться с 4 октября. Фильм Чангука рассказывает о 8-месячном процессе создания музыки и деятельности Чангука, начиная с его первого сольного сингла «Seven» и заканчивая сольным альбомом «Golden». В фильме Чангук откровенно делится своими мыслями и чувствами о своей первой сольной деятельности. Члены продюсерской команды Golden, работавшие с Чангуком, описывают его как талантливого и невероятно трудолюбивого артиста. В фильме вошли никогда ранее не демонстрировавшиеся закулисные кадры его сольной карьеры, интервью и многое другое. Специальный контент станет для зрителей ценным подарком, позволяющим увидеть настоящего Чангука как артиста.
Рекламная брошюра Чангука. Тот самый вайб господина Чангука. Тэхён получает то внимание, которое заслуживает. В фильме Чангука раскрываются подробности его секретного аккаунта Твиттера и скрытых онлайн-привычек. Чангуку удалось свести с ума своих поклонников после того, как его поймали на просмотре контента о себе в социальных сетях на Твиттере. Удивительное открытие было сделано в сборнике его предстоящего сольного документального фильма. На фотографиях видно, как певец вводит свое имя на корейском в строке поиска Твиттера, и это было лишь одно из многих сообщений, которые он просматривал. Остальные описали его выступление в ноябре 2023 года на Таймс-сквер с комментариями многих поклонников певца, известных как АПМУ. С тех пор ARMY наводнили платформы социальных сетей сообщениями о своем волнении и интерпретации значения этого события. Чангук, у которого нет социальных сетей, и поэтому он никогда не мог бы подтвердить свой ответ ни на один из своих постов фанатов, уже давно стал фаворитом публики из-за своих непрямых контактов со своими подписчиками. Чангук. Мало-помалу стало ясно, что я хочу продолжать пробовать что-то новое. Замечательно иметь возможность использовать слово «все еще». Я с нетерпением жду своего пути в будущее. Новый аспект их взаимодействия, конечно же, заставил фанатов еще больше сходить с ума по поводу своего любимого кумира, подчеркивая, как много значит для Чангука, когда другие выражают к нему свои чувства. Фильм, выпущенный 18 сентября, рассказывает о 150-дневном путешествии Чангука по созданию его сольного альбома Golden, включая его живые выступления в Сеуле и Таймс-сквер, закулисные интервью, частные интервью и эксклюзивные выступления. В сборнике программ представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и контент, что вызвало у фанатов огромное волнение перед выпуском. С выпуском своего сольного альбома Golden в 2023 году Чангук снова попал в заголовки газет. Альбом покорил мир, и его основные моменты, в том числе Seven с участием Летоу и 3D с участием Джека Харлоу, стали лишь двумя из его ошеломляющих успехов. Будучи самым молодым участником BTS, 26-летний парень постоянно производит сенсацию, где бы он ни был, с группой или в одиночку. Чангук, когда комната не в кромешной тьме. Тэхён и Чангук — это две бриллиантовые звезды BTS, которые светят уже больше 10 лет подряд, освещая всю огромную музыкальную планету. Миллионы поклонников по всему миру до сих пор остаются неравнодушными к жизни и творчеству парней. В чем же загадка такого их ошеломляющего успеха? И почему именно им двоим удалось достичь такого невероятного обожания и любви? Давайте порассуждаем, что так цепляет фанатов в Тэхёне и Чангуке.
Их успех и популярность я рассматриваю как совокупность следующих качеств. Талант. И Тэхён, и Чангук обладают потрясающими вокальными и танцевальными навыками, которые они совершенствуют на протяжении всей своей карьеры. Для этого нужен сильный характер, упорство и желание, которые присутствуют у обоих ребят. Как сказал один мудрый мыслитель, что талант – это 1% гения и 99% потения, и он был прав. Уникальность. Парни не боятся быть собой и выражать свою индивидуальность в музыке и образах. Они не подчиняются стандартам и создают свой собственный уникальный стиль, который привлекает наше внимание. У них потрясающие номера, в которых присутствует как агрессивная хореография, так и разнообразные акробатические трюки и балетные элементы. В вокальном исполнении Тэхён больше предпочитает спокойные и джазовые композиции с оттенком грусти и ностальгии, а Чангук выбирает энергичные и зажигающие треки. В этом ребята не похожи, имея разные вкусы в музыке и лирике, зато каждый из них неповторим и уникален в собственном исполнении. Работа над собой. Ребята стремятся к самосовершенствованию, постоянно работают над своими навыками и профессиональным ростом. Тэхён и Чангук никогда не останавливаются на достигнутом и всегда ищут новые способы личностного развития. Общение с армией. Считаю, что это один из главных пунктов, потому что именно общение с фанатами располагает, сближает и делает связь с Тэхёна и Чангука крепче, так как нам раскрывается совершенно другая сторона личности ребят и их теплые чувства к нам. И хотя Ви нас сильно не балует своими лайвами, нам достаточно и 7 драгоценных секунд с ним. А вот Гуки нас радует побольше и подольше своими эфирами, отвечая на разные провокационные вопросы армии, и в этом наш золотой неповторим. Привлекательная внешность. Здесь не поспоришь, что Тэхён и Чангук очаровали весь женский фандом своей невероятной мужской харизмой, кипучей энергией, манящей сексуальностью и природным обаянием. Сколько труда, огромных усилий и самодисциплины нужно приложить, чтобы иметь такое накачанное и мускулинное тело, как у Чангука, знает только он сам. Ну, а Тэхён — это ангел во плоти. Он красив от природы и своей внешностью визуально сильно воздействует на женщин. Несмотря на внешний контраст ребят, они составляют единое целое. Я думаю, что все перечисленные хорошо отражают успех Чангука и Тэхёна. Чангук стаканчик взял в другую руку, чтобы Тэхёна взять той ладошкой. Его украшение. Рука Тэхёна идеально подходит для талии Чангука. Любимая поза Тэхёна. Второе место. Это так интимно. Чангук, который прикусывает губу, когда смотрит на Тэхёна, или же он касается его.
То, как Тэхён обхватывает руку Чангука. Первое место. Давай вспомним Инзасуп, как однажды из комнаты Чангука сбежал призрак. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.